Здравствуйте, товарищи! Вы смотрите АРО ТВ, «Живой уголок». Меня зовут Артемий Троицкий. И сегодня мы увидим третью серию из исторической саги сериала «Популярная советология», сокращенно «Попсовет». Как я уже анонсировал в прошлый раз, речь пойдет о советском школьном воспитании. Я учился в 4 школах. 2 обычные общеобразовательные московские, 1 московская математическая спецшкола, а также школа при советском посольстве в городе Прага, Чехословакия. То есть насмотрелся я на разные школы. Скажу сразу, что оценивать качество образования я, пожалуй, что не буду. То есть очень часто приходится слышать, что вот в Советском Союзе было чуть ли не лучшее в мире какое-то там потрясающее супер-дупер школьное образование. Может быть, что это отчасти, по крайней мере, и так, но я не могу тут никакого экспертного суждения выносить, по той простой причине, что сравнить мне это, а все познается в сравнении, как вы понимаете, сравнить мне советское школьное образование с каким-нибудь там чешским, или эстонским, или английским, или американским никак не получается, поскольку в тамошних школах я не учился. То, что я могу сказать абсолютно точно и сознанием дела, это то, что с дисциплиной в советских школах дело обстояло очень и очень строго. То есть я уже где-то намного позже, уже в постсоветские времена, смотрел какие-то сериалы или художественные фильмы, где, в частности, показывалась школьная жизнь. Ну вот, в частности, у Гай Германики был этот сериал «Школа», еще какие-то. И там вот дети-старшеклассники себя вели бог знает как, дерзили учителям, приходили и уходили с урока. В общем, меня это очень удивляло, потому что в мою бытность учеником советской школы ничего даже отдаленно похожего не было. Все сидели очень смирно, здоровались с учителем по команде, встав из-за парт и так далее. Если кто-то себя плохо вел на уроке, болтал, дерзил и так далее, то его с позором выдворяли из класса, ну и потом еще могли быть какие-то мелкие неприятности, типа выволочки у директора. Дисциплина была жесткая. Учебная дисциплина тоже была очень жесткая, то есть всячески поощрялась зубрежка. Надо было все вызубривать, все выучивать наизусть, и, в общем, это тоже было довольно неприятно. Ну и последнее, что мне лично особенно не нравилось, это то, что существовала школьная форма. Я уж не знаю, когда ее отменили, но точно после того, как я школу закончил. А я школу закончил в 1972 году и ходил так же, как и все прочие ученички, ходил в таких серых костюмчиках, пиджачок, брючки из довольно плотной такой материи, типа, я даже не знаю, как она называлась. В общем, у всех мальчиков была одна форма, у всех девочек была другая форма, чуточку более игривая. Такие черные платья, а на них черные переднички, белые переднички, воротнички и так далее. Выглядело это, надо сказать, довольно трогательно. И даже, вот особенно когда в старших классах у девушек уже вырастал бюст, выглядело это довольно секси. Тем не менее, униформа. И никаких там тебе брюк, никаких тебе мини-юбок, ничего такого модного. Вот. Но опять же, я, конечно, не девушка, у меня таких проблем не было, вот, но думаю, что с макияжем, накрашенными губами и так далее тоже могли бы быть у старшеклассниц некоторые проблемы. Но это старшие классы, а мы начнем с 1 класса. С 1 по 3 класс все ученики советских школ состояли в октябрятской организации. То есть они были октябрятами. И мальчики, и девочки. Организация была, прямо скажем, не то чтобы очень
серьезная, то есть единственным знаком принадлежности к октябрятам был октябрятский значок в виде пятиконечной красной звездочки. По центру, в кружочке этой звездочки, был портрет Владимира Ильича Ленина в детском возрасте. Он тогда был такой милый, такой, с кудрявой головой. По этому поводу даже было популярнейшее стихотворение. Когда был Ленин маленький, с кудрявой головой, он тоже бегал в валенках по горке ледяной. Но вообще октябрята много всего учили, и стишков, и песен, и так далее. Причем я запомнил даже некоторые эти стишки и песенки. Скажем, песенка была такая: «Мы веселые ребята, пам-пам, мы ребята октябрята, пам-пам. Так прозвали нас не зря, пум-пум, день рождения в честь рождения октября». Октябрята — это была только первая ступень. И октябрятам, уже начиная там со 2-3 класса, уже внушалось, что скоро вас будем принимать в пионеры. И действительно, где-то начиная с 3-4 классах все ученики из советских школ, за редчайшими, я думаю, исключениями, принимались в пионерскую организацию. Главным атрибутом пионера был, естественно, красный галстук. Опять же, всякие стишки были на эту тему, типа «Как повяжешь галстук, береги его, он ведь с нашим знаменем цвета одного». У пионеров уже был устав, который печатался на задней странице обложки тетрадей для письма и арифметики. У пионеров иногда еще был пионерский значок, но вот у меня никогда не было пионерского значка, то есть кто-то его носил, кто-то не носил. Это было не так обязательно, как красный галстук. И у пионеров уже была организация. Она так и называлась. Пионерская организация имелась в каждой школе. Пионеры были объединены в дружины. Был у каждой дружины председатель. Это так и называлось: председатель совета дружины. Летом пионеры ездили, естественно, в пионерские лагеря. Я тоже ездил в пионерские лагеря. Как бы это было довольно весело, но некоторые вещи, конечно, вспоминаю я безо всякого удовольствия. В частности, линейки. Каждое утро надо было выстраиваться в линейку, поднимать флаг, отдавать вот такой вот пионерский салют и так далее. Промывка мозгов шла основательная. И не только вот в плане каких-то церемоний типа пионерских линеек, но и в плане содержательном. То есть был культ пионеров-героев времен Великой Отечественной войны. Были какие-то еще, опять же, с милитаристским уклоном такие занятия типа «Игра зорница». Я в этой игре не участвовал, то есть не обязательно было в ней принимать участие. Я, соответственно, от этого дела каким-то образом отхлынивал. А может быть, и не было игры зорницы, я не помню. Или, может быть, она была в старших классах, но в любом случае я военную игру зорница не играл. Ну и вообще шла постоянная идеологическая обработка этих самых пионеров, то есть исполнение хором песен, чтение всяких таких партийно-пионерских коммунистических стихов и так далее. Все это продолжалось где-то примерно до 7-8 класса, после чего пионеры тут же перетекали в комсомольскую организацию. Говоря о пионерах, я хочу сказать, что меня из пионеров исключали дважды. То есть про один случай я уже рассказывал, это было в Праге, в школе при советском посольстве за музыку, а во второй раз меня исключили уже в московской школе по месту жительства за то, что я вел антисоветскую пропаганду. А тогда как раз была интервенция в Чехословакию, ну и я, в общем-то, как паренек абсолютно беспечный, я вел среди своих одноклассников, одношкольников всякие разговоры и говорил им, что не было в Чехословакии никакой контрреволюции, а там был социализм с человеческим лицом, и что чешский народ очень одобрял все эти реформы, и Дубчик молодец, там, и так далее. И кто-то стукнул. Я
Я не знаю точно кто, то есть были у меня какие-то подозрения. Вот. Ну, в общем, на меня стукнули, ну и, соответственно, значит, собрание пионерского отряда, пионерской дружины, пионер-вожатая меня заклеймила. Потом с этой же пионер-вожатой и моими родителями мы пошли к директору школы. С пионеров меня исключили. В общем, была такая драма, о которой я много-много-много лет спустя рассказал знаменитому английскому драматургу Тому Стоппарду. Некоторые детали этой драмы ему просто очень понравились. Он спросил меня разрешения, даже если это ему пригодится, использовать это в какой-то из его пьес. Ну, не знаю, честно говоря, использовал он это дело или нет. С комсомолом история у меня была довольно смешная. То есть, в принципе, по всем показателям меня не должны были, как исключенного из пионеров, принять в комсомол. Но на дворе стоял 1970 год. А 1970 год был примечателен тем, что это было столетие со дня рождения Владимира Ильича Ленина, которое отмечалось в Советском Союзе невероятно пышно, помпезно и так далее. И в частности был вот такой вот ленинский комсомольский прием, когда школьников записывали в комсомол вообще без каких бы то ни было предварительных церемоний. То есть, в принципе, там, кажется, надо было подавать заявление в комсомол, проходить там какое-то собеседование, отвечать на вопросы, типа, за что комсомол получил свои там 6, по-моему, орденов, или какие там были самые знаменитые герои-комсомольцы во время Отечественной войны и так далее. Значит, со мной ничего такого не было, и записали меня в комсомол буквально не то чтобы против моей воли, но абсолютно без моего ведома. Меня это мало интересовало. Да, выдали мне членскую книжку, членский билет, комсомольский членский билет, где, в частности, надо было отмечать взносы комсомольские. Взнос составлял 2 копейки в месяц. В общем-то, мне было не жалко 2 копеек в месяц, и я, значит, лояльно остался в комсомольской организации, тем более, что тогда я уже перешел в математическую школу номер 7. А это была школа такая, что дети там учились, значит, как бы такие умненькие, приезжали туда со всей Москвы. Очень много было детишек еврейской национальности. То есть, скажем, у нас в классе Г, было аж 2 парня по фамилии Кушнир. Причем они вовсе не были родственниками. Ну вот, и школа была такая заточенная под учебу, а не под идеологическую работу. Я думаю, именно поэтому у нас не было игры «Зорница», хотя, естественно, была начальная военная подготовка, это было повсюду. Автоматы мы собирали, разбирали, противогазы надевали. Но в общем и целом по идеологической части нас в школе номер 7 совсем не мучили. Я даже помню, я там писал очень фривольное сочинение. Скажем, в 9 классе я написал сочинение по роману «Война и мир» Толстого про Платона Каратаева, где постоянно цитировал Мережковского и каких-то еще запретных русских философов конца 19-го, начала 20 века. И ничего, это мне все сошло. Более того, некоторые мои сочинения отправляли даже на какие-то конкурсы городские, и они там получали какие-то премии. Учился я неплохо, учил арифметику. Почему, кстати говоря, я пошел в математическую школу, хотя меня туда совершенно не тянуло, точные науки я не любил, а потому что мои родители тоже, в общем-то, люди антисоветского склада, вот, при этом гуманитарии, оба историки. Они мне сказали, что вот своей музыкой или там философией или чем угодно, литературой ты можешь заниматься в свободное время. Потому что заниматься этим в нашей стране честно все равно невозможно. А нужна тебе какая-то настоящая профессия, совершенно не гуманитарная, никак не связанная, значит, с идеологической жизнью.
Вот, поэтому они меня убедили в том, что нужно учить математику и заниматься точными науками. Но, в общем-то, как вы знаете, этого у меня не получилось. Школу я закончил хорошо, потом поступил в институт. И, наверное, последнее, что я хотел бы сказать, опираясь исключительно на свой собственный опыт, что вот эта вот идеологическая работа, как мне кажется, наиболее эффективно велась именно с пионерами. Потому что вот эти вот младшие подростки, они, конечно, самые внушаемые, самые манипулируемые. У пионеров, в общем-то, особых других интересов не было, поэтому вот вся вот эта пионерская история в каком-нибудь там 4., 5., 6. классе, она, в общем-то, вполне могла заполнить всю их жизнь. Поэтому промывка мозгов с пионерами происходило, как мне кажется, наиболее эффектно. С комсомолом уже не так. Там очень старались, конечно, и про комсомольскую организацию у нас будет отдельная серия, отдельный сюжет. Тогда у старших подростков 15, 16, 17 лет у них уже были другие интересы. Мальчики и девочки, там всякие романы там, и так далее, какие-то хобби. У меня там, скажем, музыка, да, у кого-то там игра в карты, какие-то первые заработки и так далее. В общем, до всей этой комсомольской фигни особого дела, по крайней мере, мне и каким-то ребятам вот моего возраста, моего круга, в общем-то, дела совершенно не было. Поэтому вся эта комсомольская история как-то прошла впустую. Да, кстати говоря, чтобы покончить с моей личной комсомольской историей, из комсомола я выбыл, просто перестав платить взносы, не встав на учет и так далее. То есть совершенно незаметно. Easy come, easy go, как говорится. Легко пришел в ленинском этом наборе, легко ушел. Конец 3 серии. 4 серия у нас будет уже совсем скоро, как вы знаете, с большой периодичностью. Поп-совет выходит в эфир в живом уголке. Следующая серия у нас будет уже очень серьезная, и будет она называться «База». У нас будет 2 таких базовых серии. Первая из них будет называться «Основы советской идеологии». Ни много ни мало, это будет серьезно, готовьтесь. Ну и, естественно, отзывайтесь и присылайте вопросы. Спасибо. Меня зовут Артемий Троицкий. Это сериал «Поп-совет. Популярная советология».